Александр, как сделать обводку по контуру? Например, как у Ван Гога. Кистью неудобно. Можно тушью. Какие материалы дружат с маслом? С маслом не дружат, наверное, никакие материалы. Ну, по маслу поверх, тушью это несерьезно. Ну, как у Ван Гога, так и делайте, как у Ван Гога, маслом. Неудобно, через неудобство. Надо просто подождать, пока высохнет слой, по которому вы потом обведете контур. Кисточку лучше мягкую. Наверное, я бы взял колонок. Или сейчас мне посоветовала Жеся, в Черногории моя подруга-художник, нейлоновые кисти для ногтевого сервиса. Вот я купил, и пока что она себя ведет очень хорошо. Вот так не распетрушивается. Так что, Александр, я за масло. Маслом к маслу. Маслом по маслу. Подождите, пока высохнет. Юрий Тертычник. Привет, Юра. Чем сложный цвет отличается от грязи? И где эта грань? Да нет никакой грани. Потому что один и тот же цвет может быть, что называется, грязью в соседстве с другим. Дело все в соседстве, естественно. Вот, например, земля лежит себе в земле. Это же нормально. А земля, которая просыпалась из горшочка, где цветочки, например, на подоконник или на пол, это грязь. То есть она не на своем месте. А в своем месте она в порядке. Так и здесь. Цвет, который соседствует с другим гармонично, может быть серым, каким угодно, черным, его грязным не назовешь. Работает, как мозаика, выложенная из разных цветов. Вот она вызывает чувство гармонии или правды. Это может быть серый какой-то из серых тонов, серебристых каких-то этюд, зимний, осенний, передающий состояние дождя, пасмурного вечера, дня, и сплошь из серых. Но он так убедительно сделан за счет точных отношений тональных и цветовых, вот этих вот серых. Так что все дело во взаимосвязях больших масс, больших пятен, а потом уже мелких пятен. Вот когда они выстроены, тогда это работает, тогда это замечательно. Ирина Власенко. Слава, вот интересно, что вам больше нравится, лайки или комментарии? Мне нравится с вами общаться. Ну и то, и другое делайте. И вопросы мне очень нравятся, когда они интересные, острые. Захотелось зайти в Телеграм, не нашла как. Под каждым видео нажмите 3 буквочки «Еще». Разворачивается менюшка. Под каждым видео в YouTube. И там есть ссылки на Телеграм-канал. На мой и на группу. Генрих Хребет. Когда только-только начал заниматься живописью, работы пошли на ура. Нос начал задирать, павлин-мавлином ходить важным и спиваться. Ялта, вино, коньяк, продажа своих работ отдыхающим, подохи-ахи, все дела. И чем дальше, тем больше спиваться. В какой-то момент, август 2005, как сейчас помню, весь интерес к работе, творчеству, как ножницами отрезала. И все. До сих пор мучаюсь, пытаясь вернуть интерес к работе, творчеству. Но как раньше красил, совесть не позволяет. Да и неохота, ибо не живопись была, а так, баловство одно. В уме вижу, как надо. Это очень важный момент. Понимаю, а вот на холсте не получается так, как нынче хочется, как нынче вижу. Вот это видение, это самое важное. Очень много ребят, друзей, художников, которые не видят. В этом вся проблема. Они мажут, повторяя бесконечно вот это невидение, реализующее вот это невидение в холсте. И они не знают, что с этим делать. Ну ладно, дочитаю. Да и работа идет с большим скрипом, частенько заставляю себя работать. А кто в теме, тот понимает, что живопись из-под палки, куром насмех. Это да.
несущие тоску и неверие в собственные силы, жажду денег и негативный, депрессивный настрой. Очень хорошо вас понимаю. Так и ковыряюсь в надежде разбудить Его Величество вдохновение. Зы. Вячеслав, это не вы случайно? Недавно Байкал тряхнули. Было там землетрясение, когда я был? Но я не почувствовал. Может быть, не знаю, я не приучен к ним. Второе. Экспериментировать не точно нужно, необходимо. С большими буквами написано. Ибо только в эксперименте можно создать что-то новое. А свой почерк, стиль создается именно своей личностью, душой, если хотите. Ну, прекрасно, Генрих. Я просто очень рад читать такие слова. Значит, вы чувствуете, понимаете, что эксперименты необходимы, и вы видите, как надо. Это ключ. Делаете. Обязательно через какое-то время. Просто нужно терпение набраться. Ну, не сразу, например, вы на автомобиле научитесь. Путаются педали поначалу, ничего. А певцы занимаются каждый день по 5 часов. А Рахманинов, еще раз вспомню, каждый день он 5 часов играл гаммы и упражнения. И говорил эту фразу, еще раз, кто не слышал. Он сказал так, что если я один день не играю, вот это вот 5 часов тренировки, то я замечаю. Ну, не так. Если 2 дня не играю, замечают мои друзья, что там не туда. А если 3 дня не играю, 5 часов в день, замечают зрители. То есть это труд. Вы просто берите и шаг за шагом двигайтесь туда, куда вы понимаете, как надо. Берите рядом, поставьте вот того, кого надо, рядом со своей работой. Просто репродукции какие-то распечатайте, чтобы было понятно, куда двигаться, чтобы это, не отвлекаться на куда-то какие-то привычные шаблонные действия, которые вот вам не нравятся, а вот туда, куда надо. Пусть это будут маячки, они будут там путеводители такие, куда надо, и вы обязательно придете. Я в этом абсолютно убежден. Если человек видит, другое дело, когда не видит, это вообще труба. Как ты заставишь человека видеть, что вот эта картина маэстро написал, а это нет? Вот не видят, разницы не понимают. Вот беда. Я убежден, что все у вас будет хорошо, давайте двигаться. Если моя помощь нужна, пожалуйста, уроки посмотрите, выберите тот, который вам нравится, раз уж вы на моем канале, один хотя бы, если вы еще не смотрели. Может быть, раз какое-то слово и двинет вот этот маховик, закрутится и покатится это колесо, и не остановишь. Друзья, задача всегда актуальная — натянуть холст на подрамник. Есть подрамник с бортиком. Вот, да? Мы его кладем, пока положили. Есть холст с написанной работой, либо с чистый холст натянуть на подрамник. Оставляйте бортик сантиметра 4. Да? Он будет на натяжку у нас. И поехали. Вот выравниваем по углам большими пальцами. То есть я чувствую, где вот этот угол, и здесь угол. Раз, и здесь также. Хопа, 2. Все, можно здесь даже не проверять, потому что у меня уже точный размер. Значит, эту сторону, я должен прихватить. Нужен степлер. Здесь скобы 6 миллиметров достаточно. Смотрите, прихватываю по центру. Раз, чуть-чуть сюда. 2 и 3. Это у нас центральная часть. По центрам натягиваем. Так, нам понадобится еще вот такой натяжитель. Смотрите. Поставили задней частью холста к нам. Проверили уголки. Так, чтобы совпадало все. Есть. И по центру натяжителем левой рукой натянули, прихлопнули. Натянули через сантиметров 5, прихлопнули. Еще. Есть. По центрам мы взяли. Перекручиваем холст. Теперь здесь по центрам. То же самое. Натяжителем подтянули.
Степлером бабахнули. Раз, два. Раз, два. И по следующим центрам. Хоп. Взяли. Раз, два, взяли. Есть. Хопа. Есть. И можем уже бить до конца. Ну, угол оставим. Так. Вот натяжителем я так орудую. Для чего, спросите вы, вот эта штучка? Бывает так, что бортик маленький. Тогда вы хватаете этой части. Ну, допустим, вот здесь прям совсем мало места. Я его переворачиваю. Берусь за вот этот маленький хвостик. Вот здесь вот эта штучка упирается. Оп. И я могу даже холст, у которого маленький бортик, натянуть. Можете так приспособиться натягивать. Вот как я сейчас. Тоже хорошо. Вся операция занимает, я не знаю, но это холст 41 на 51. Ну, у меня с показом, с рассказом долго. А так, 2 минуты. 3. Так, и сейчас будет интересно. Здесь у нас хвостик остался маленький. Сейчас я добью до конца. И вот эти уголки остались. Смотрите, что мы делаем. Мы берем, сворачиваем сюда, сюда, сюда. И бабах. Так, еще раз уголок. Взялся, повернул сюда, сюда. По центру. Еще раз, раз. Ну, если сразу не получится, на 100-й раз обязательно получится. Все готово. Работа натянута. Друзья, хочу предложить вам 36-й урок. Он записан здесь, на этой точке, на Чеховке, в Гурзуфе. Задача очень интересная, потому что урок нацелен прежде всего на то, чтобы расширить угол своего видения. И скала, и дом заставляют нас мыслить и видеть широким углом, как будто бы широкоугольником снимаешь. Довольно-таки непростая задача, но этот метод позволяет расфокусировать зрение. Конечно, мы собираем все по пятнам и делаем это дизайнерски, не буквально. 36-й урок, он нацелен на творческое решение этой задачи.